Ага. Так. Ну ладно, хорошо. Всем кул. Сегодня вы увидите несколько историй из SS-14. Вы ведь все знакомы с игрой? Ну, в общем, это игра про далекое космическое будущее, где вы подписали контракт с огромной компанией Нано... Компостер. Колбастер. Гарантостер. Пенопластер. Тразен. И теперь вы выживаете на космической станции вместе с сотней других игроков. Итак, первая история. Боже, кто-нибудь выключите этот понос. Спасибо. Признаться честно, играть за пассажира немного скучно, ведь хочется получить доступ в отделы станции, узнать, что спрятано за этими металлическими стенами. Поэтому я начал свой путь с научного ассистента. Осмотрев научный отдел, я полез в технические коридоры собрать немного лута. Я слишком увлекся и опоздал на общее собрание. Ну, там на собрании не было ничего интересного, кроме того, что научный руководитель заявил о том, что он будет и сам исследовать аномалии, а во время назначения должностей и объяснения плана он взял и уснул. Вы в порядке? Простите, мне 120 лет. В общем, я стал помогать ученому с артефактами, однако буквально на каждом шагу были проблемы. Началось все с того, что первый артефакт имел лишь одну грань. То есть, насколько я понял, он был днищем-говнищем, поскольку с ним было лишь две реакции. Второй же артефакт был еще хуже первого, и я это понял по эмоциям моего наставника. Пиздец, это мусор, а не арт. Сука, еще один мусор. Так как этот артефакт был последним, лаборатория была не нужной для всего комплекса на некоторое время, и я решил немного прогуляться. Однако я не успел выйти, как вдруг увидел, что у нас случилась разгерметизация в одном из отделов и нужно было стекло. Я побежал по всем уголкам станции в поисках стекла, однако его так и не найдя, обнаружил, что проблема решена сама собой, а мой ящер-наставник решил сделать ремонт в стиле хай-тек. Зачем? Перестройка. Оставив его наедине, я пошел искать интересненького в техах. Однако, единственное, что я нашел, было пианино, которое я успешно принес в РНД. Эй, я рояль нашел в техах. Сойдет! Далее я продолжил шариться по техническим коридорам и нашел черную тетрадь. Ну, чтобы она не оставалась пустой, я написал титульную страницу из тетради смерти. А затем я нашел еще один музыкальный инструмент и все это добро притащил в лабораторию. Смотри! Да. Я принес еще одно пианино! Снова в техах! А еще вот это нашел! Охуеть. Далее нам отключили свет, и я снова занимался фигней. Гуляя по станции, я понял, что света нет везде, и было так темно, что я забрел в какую-то комнату со скафандрами, куда был доступ только главам станции и капитану. Затем свет включился, дверь закрылась, и я оказался заперти на несколько минут. Кара! Помогите! Опа! Алкашка! Алкашка! Отдай! Голова болит! Она пустая, поздно! Вот ты, сука! Выходи! Хули у тебя доступ? Так я офицер. Сука, еблоид! Это командование! Ну, я дальше пошел гулять по станции, и зайдя в церковь, я увидел большой, огромный, горячий орган. И тогда я подумал, почему бы не... Да, я его притащил в РНД. Ну а что же, не пропадать же добру. Ты не поверишь! Далее я пошел выпить в бар и заказал водки. Потом я попросил раздатчик алкоголя, и бармены добродушно отдали мне его. К тому моменту ремонт был почти закончен. Далее к нам притаскивают какой-то ржавый ключ. Отсканировав его, я понимаю, что ему нужна вода. Опрокинув на него ведро с помоями, он активировался. Однако теперь он требовал жизнь. Ну я отдал в жертву обезьянку. А после он очнулся. Наконец-то свобода! Без света! Что? Смертный! Что это за хрень? Какой сейчас год? Артефакт говорит! 3023. Спасите! После некоторого времени я понял, что он более-менее безопасный и принялся изучать другие артефакты, пока остальные ученые продолжали говорить с ним. Ну как вы? Не груби ему, ебанё! И никто не встанет! Ваша привычка давать всему имена меня забавляет. Это закономерно, иначе мозгу вашего вида будет трудно. Меня не ебет, как тебя зовут, доклад требует. Это вы называете эмпатией, кажись. Слушай. Назови трепещитель дырок и не морочися! Как буря в безветрии подорвался один из артефактов, а ржавый ключ выпустил тонну радиации в тела подорванных ученых. Ребят спасти не удалось. Далее пришла бригада инженеров-гигачадов и заклеили все дыры, а я, поздно заметив, что умираю от всего, попытался найти хоть каплю воды или крошку еды и помер.
Знаете, я давно мечтал покорять космос, и именно поэтому в следующей смене я прибыл на станции в качестве утилизатора. Однако смена началась до моего прихода, поэтому когда я прибыл на станцию, я не мог найти свой скафандр. Не понял. Я спросил об этом у главного по снабжению, ну то есть КМ. Однако, похоже, что он был немножко занят. Если М будет причиной, то я не понимаю почему. Спустя время я снова спросил о скафандре. Грустно. Выдайте мне скафандр, пожалуйста. Нет у меня. Ну да, конечно. А это тогда что? Ну ладно, может реально у него не было скафандра. С такими мыслями я направился к начальству, чтобы они мне выдали скафандр. Начальства нигде не было, однако возле шлюза командования были разбросаны успокоительные. Ну, я попробовал их, чтобы немного успокоиться, однако позже я пожалел об этом. Вскоре после этого я встретил агента внутренних дел. Можно Еву? Скафандр. Ирма. Меня штырит. Поезд настолько налажена работа, что наркотики по всей станции разбросаны, как оружие в скором. Предлагаю переименовать Брик в цирк. Это не успокоительно. М должен прийти сюда открыть. Окей, значит нужно сказать об этом КМ. Идите к КВД. Так скафандр не получу. Меня не пускают на мостике. То есть вместо того, чтобы мне дать скафандр, он спрашивает остальных утилий, с которыми могло произойти все, что угодно в космосе. Ладно, я подумал, что больше толку будет от самой верхушки руководства станции, поэтому я направился к главе персонала. М не дает. И это проблема. Скафандр. А что сделайте? Я утиль. Мне работать надо. А ты один утиль. Ну, похоже. Или еще есть? Вроде еще один. Ни одну экспедицию не сделал. Ну, слабак он чё. Наконец вышел ГП и открыл дверь со скафандром. Я радостно вернулся обратно и... Ты скаф из Евы взял. Мой. Знаешь что? Я так подумал. Ты охуел, вторая сука, ебаная падла. Блять. Охуеть. Отдай мой шкаф. Мне выдалка. А я головка отбуя. Да, КМ все еще игнорировал меня, несмотря на то, что уже спустя несколько минут вся станция знала, что мне нужен скафандр. Далее я пошел к ГП опять, и он отдал мне костюм. Однако про шлем он забыл. Ну ладно, думаю, все нормально будет без шлема. Зайдя в шаттл, меня поразила вонь от какого-то трупа. Как оказалось, это был кенгуру. Это что, блять? Мясо. Повару. Оно тут гниет. Ничего. Воняет, блять. Эта штука, чтобы прибедриваться. Что мы крутые. Ясно. Даже не медведь. Кенгуру. Потом мы выбрали миссию и отправились исследовать какую-то планету. И как раз перед тем, как выйти, я увидел, что у меня в инвентаре нет шлема. Ирма. Я шлем забыл. Бля, ну сиди тут. Не успела миссия начаться, весь экипаж загорелся, да и я в том числе. Я от паники забыл включить кислород и, выйдя поваляться на снегу, чуть не откинул коньки. Опаньки. Исследовав планету, мы, похоже, выполнили миссию и вернулись на карго с наградой. Из карго нам выдали какого-то бота с крюком. После я направился в кабинет ГП и попросил отдать шлем. ГП. Ты в курсе, что было? Нет. Я шлем забыл. Шлем в Евах. Неа. А где? Я без понятия. Его Ужас. тут Вам новый не вылез. встроен. Да. Шлем в Еве лежит. Нет. Пошли покажу. Его нет там. Да. Вон он. Однако я обнаружил, что начался митинг возле мостика, и поскольку мои успокоительные закончились... Ирма. Сейчас расстреляю всех. Валите. Мне не дают скафандра. Я умею круто разгонять. Отыграюсь на вас.
Кстати, на митинге были даже СБ, которые никого не разгоняли. Наоборот, они были и причиной митинга. Чё за нахуй, блядь? Говорить с Синей и Зеленой тут с вами, это после каждого предложения. Мы требовали его отменить. Таким образом, я потерял свою пушку, так и не получив шлем. Мирный митинг. Лазерку угнал. Пассажир. Вообще похую. Предложение. Мы требуем его. ЦК, проверьте, факс. Правитель Данис Гондарев, капитан. Иначе со мной пойдешь. Блять, этот бы митинг расстрелять нахуй. Эба, сделайте что-нибудь. Вообще похуй. В итоге я вернулся в отдел снабжения и объяснил всю ситуацию своему напарнику. Это жопа. Они украли у меня лазер. Избили. У них там Не протест. дали шлем. Станция Шаттл ПЦК стыкуется в прибытии. Всем дал вам пройти на мостик обеспечить охрану ПЦК. Правитель Цветана фон Багенслейер Централ Саманде. У нас вроде запасной был. После я отправился в медпункт залечить раны от миссии митинга и встретил его. Опа. Где лазер? Вернув лазер владельцу, я полетел с экипажем на миссию. Мы почти выполнили эту миссию, однако все же решили улететь, так как мы не успевали. А я в это время потерялся. Оставалось 2 минуты, и я отошел от корабля слишком далеко. Где корабль? Меня охватила паника. Я не знал, куда идти и что делать, однако по рации мне сказали, чтобы я шел на нулевые координаты. Я доверился. И в последнюю секунду успел запрыгнуть в шаттл. Фу. Дела. Жестко. Все успели, попугал. Вернувшись на станцию, ГП отдал мне шлем, и мой костюм был в полной комплектации. Далее мы все снова полетели на сложную миссию, где надо было снести каких-то 9 статуй. Если вы меня все еще смотрите, то скажите, сколько человек нужно именно для миссии? Просто в этой миссии карпов было так много, что пришлось нести своего напарника обратно в шаттл. Я всеми силами пытался залатать его раны, однако самому было хреново, ну и я тоже упал в обморок. Благо нас было 3, и третий, видя всю эту картину, сразу вернул нас на станцию. Только вот он, видимо, немного промахнулся и пристыковался к отделу службы безопасности. СБ, мягко сказать, обалдели от такого пилота. Так почему в карго не летите? Я перепутал. Или прибытие. И у меня шаттл застрял. Так облетаете. Нас тут жопа. Тем более у них там что-то взорвалось. По итогу нас доставили в медотдел. Ебать. Охуеть. Медики откачали нас, и мы пошли в отдел службы безопасности, чтобы перепарковать наш шаттл. Можно шаттл перестыковать. Мой напарник сказал, что пристыковал его к вам. Но он промахнулся. Такое ладно. Открыть. Далее мы отправились на еще одну миссию, но там нас до смерти искусали рыбы. И так закончилась моя смена за утилизатора. А зачем вы упразднили Где закон? скафандр?